多少件？对，100件。Chinese. Don't speak Czech. Нет, наши есть девушка. Нету девушки. Нету. Мы приехали на гору Мэндин, она находится позади меня. Приехали сегодня вечером, поэтому решили пока просто погулять по окрестностям. Так же, как и во многих других чайных местах Китая, естественно, чай, мэндинский чай делается не только на горе Мэндин, но и на всех соседних близлежащих местах. Вот как вот, например, вот тут такие небольшие предгорья рядом с Мишань. Мэндин, прежде всего, известен самым своим знаменитым чаем, мэндинская желтая почка, Мэндин Хуанья, ну а также зеленым чаем Мэндин Ганьлу. Делают также другие сорта, но вот эти два считаются самыми необычными и именно как раз, как говорится, бендиды, то есть местными чаями, которые нету в соседних регионах. Но это действительно так, потому что, например, в соседнем Мэйшань, где тоже делается чай Хуанья, то есть желтая почка, это абсолютно другой чай, абсолютно другого класса. А местный Мэндин Хуанья, он действительно очень необычный, отличается не только от чаев соседних, но и даже от других желтых чаев, довольно-таки своеобразным, таким вкусом весьма самобытным. Вот, то есть он очень богатый, ароматный, яркий и имеет такое сладкое послевкусие, которое абсолютно нельзя спутать ни с каким другим чаем. И Ганьлу, сладкая роса, и Мэндин Хуанья, мэндинская желтая почка, собираются с одного и того же куста. И используется при сборе исключительно вот одна вот такая вот замечательная почечка. Поэтому, кстати, можно обратить внимание, что в местных сборщиц очень такие маленькие небольшие корзиночки. Ну и чай, соответственно, тоже не дешевый, потому что, чтобы собрать полную корзиночку таких почек, нужно работать почти целый день. В принципе, как у любой чай, который собирают весной, самый хороший считается первый сбор, самый качественный. Он обычно и самый дорогой, и самый редкий. По размеру почки можно очень многое сказать, и по ее однородности. Если говорить именно про чай Мэндин Хуанья или про Ганьлу, но особо это заметно как раз на Мэндин Хуанья, то можно обратить внимание, что бывают некоторые почки такие как бы уже более ворсистые, чуть покрупнее и подраскрывшиеся. Это видно даже по сухому листу. Вот. Это значит, что чай собрали слишком поздно. Вот, то есть почки должны быть довольно плотные, довольно сильно спрессованные. Сама ворсистая часть должна быть спрятана еще в оболочке почки, должна быть еще не раскрывшейся. В случае со раскрывшейся почкой, то есть чай, как правило, такой менее выразительный и выдает свой вкус почти сразу, и буквально к 3-му и 4-му проливу уже не имеет яркого вкуса. На самой вершине горы Мэндин стоит такой вот камень у дороги, на котором написано Чаджи Юань, что значит источник чая или родина чая. Такое именно название здесь абсолютно не случайно, потому что считается именно эта гора прародина китайского чая, всего китайского чая. Примерно в 50-м году до нашей эры
наставник Улиджень в монастыре Сладких Роз, который находится здесь, на этой горе. Он посадил первые 7 кустов чая. Причем он обошел несколько, 38, по-моему, холмов, чтобы найти самые лучшие семена. Первый чайный сад в Китае, с которого началась вообще история именно чаеводства. Не дикорастущего чая, а когда чай начали именно сажать и уже культивировать. В пик сезона сбора чая часто на горе Мэндин можно встретить таких вот мастеров, которые прям непосредственно рядом с дорогой или где-нибудь в своем маленьком заводике делают полностью ручной чай. Надо сказать, что это абсолютно не массовое явление, то есть так как все-таки объемы чая уже давно совсем другие, и 95% чая делается, естественно, не ручным образом. То есть это скорее такое вот шоу. Вот. Причем, кстати, интересно то, что котлы как бы бывают разные. Я видел электрические котлы, соответственно, мы знаем котлы, которые работают полностью на открытом огне, а это такой средний вариант на газу. При этом, то есть нормальный классический вок, вот, значит, котел на газу, и мастер тут вот очень долго, там более 40 минут делает шайтин. На горе Мэндин, примерно на высоте 1200 метров, находится такая вот скульптурная экспозиция, которая отображает одну из местных традиций заваривания чая. Это такое вот скорее чайное шоу с таким стальным чайником с очень длинным носиком. Не имеет это какого-либо функционального назначения именно для самого заваривания, но это такое именно как раз шоу, презентация. Выглядит довольно-таки красиво, можно встретить в некоторых ресторанах Сычуани. Иногда такие же еще шоу проводятся и на чайных праздниках. Здесь, собственно, такие широкие движения мастера, они символизируют, отображают как бы движение дракона. Вот, под каждой статуей написано некоторый из поз дракона. Кроме того, здесь, если немножко подняться выше, есть такой вот треножник 9-тонный, который символизирует важность самой горы Мэндин, которая считается одной из 3 самых знаменитых гор провинции Сычуань. Отдельно стоит рассказать про чай Мэндин Ганьлу, или сладкая роса с горы Мэндин. Это зеленый почечный чай, который особую известность получил благодаря тому, что он во времена императора, то есть это действительно императорский чай, каждую весну непосредственно перед праздником Цинмин монахами собиралось небольшое количество, которое в специальных сосудах доставлялось именно к императорскому дворцу. Поэтому именно этот сорт считается одним из самых знаменитых и драгоценных в Китае. Сзади меня расположен легендарный монастырь Ганьлу, который дожил до наших дней. Именно в этом самом монастыре подвязался знаменитый начальник всего мэндинского чая Улиджень. В период династии Сун в 1186 году обычного крестьянина Улиджэня уже перевели в ранг наставников. И уже впоследствии, по мере развития и расширения чайного действа и вообще вот приобретения большей известности горы Мэндин, все больше и больше возвышали уже этого господина Улиджэня, который по сути был обычным крестьянином. И сейчас это уже такой местный легендарный, можно сказать, даже бог. Вот такие вот каменные львы, которые часто можно встретить у входов в самые разные места, в том числе есть и здесь, у монастыря Ганьлу. Они охраняют чайный сад и вообще всю эту территорию от внешнего вторжения и от злых духов. Вообще подъем на горы – это традиционный вид развлечений китайцев, причем еще с древних времен. Во-первых, потому что большинство монастырей располагаются на горах, и как бы паломники, поднимаясь на гору таким образом по дороге, читая, собственно, молитвы, отдавали почести месту, да. Ну, а во-вторых, это как бы такой вид приятной физической нагрузки. Интересная такая особенность местного строительства, то, что любое, даже относительно новое строение, если не знать, что оно новое, оно действительно приобретает очень старый вид довольно-таки быстро.
Потому что, во-первых, очень высокая влажность, вот, а во-вторых, особенности местного климата и особенности местной растительности. То есть буквально там за несколько лет все покрывается большим слоем мха, под воздействием, значит, агрессивной среды внешней потрескиваются всякие стены, там частично разрушаются некоторые барельефы, и все это выглядит очень древним. На самом деле, конечно, к сожалению, большинство древних храмов, многие были разрушены в период культурной революции, некоторые просто под естественным воздействием разрушились, как вы видите, вот на примере этого относительно нового здания. Вот, то есть все было восстановлено. Но надо сказать, что многие вещи восстановлены настолько хорошо, что уже непонятно, где древние, а где вот, собственно, быстро состарившиеся. Уже на подходе к императорскому чайному саду здесь такая вот красивая драконьи ворота, да, или драконья стена. Причем, кстати, что интересно, рельеф, посвященный, кстати, тоже чайной тематике, вот, он выполнен полностью из местного красного камня. А вот это вот знаменитый колодец сладкой росы Ганьлу, из которого Ули Джень, основоположник первого чайного сада, набирал воду для полива чайного сада, который совсем рядом расположен. Что интересно, несмотря на вновь сделанное, скажем, обрамление, видно древнее содержимое колодца. То есть там внутри действительно очень старая кладка. То есть колодец сохранился с самых древних времен. Примечательно то, что сейчас здесь растет именно 7 кустов. Конечно же, их уже пересаживали. Безусловно, не может чайное дерево жить больше 2000 лет. Вот, но именно 7 кустов, то есть вот эти вот буквально 12 квадратных метров, на которые Ули Джень, отец чая, выращивал свой первый чайный садик. Охраняет этот садик вот каменный лев. А это знаменитое Чашуван, или древнее чайное дерево горы Мэндин. Конечно, выглядит оно не настолько древним, каким оно является, но, как говорят, ему более 1000 лет. То есть оно имеет несколько таких вот отростков, вот как раз огороженная территория. Причем, как видно, вот они все пронумерованы, 7-й отросток даже сломался. Мы сейчас спускаемся уже с горы Мэндин. Конечно, полегче, чем подъем, но тоже такое заметное усилие. Здесь вот уже, собственно, на самое начало как раз чайных плантаций. Вот, они потом переходят, немножко уходят туда правее. Вот, вообще здесь, в принципе, работает фуникулер. Но сегодня он не работал, потому что сейчас там ведется стройка. Вообще, мне, кстати, очень нравится спортивное мероприятие. То есть вообще гулять по горам в чайных садах довольно-таки доставляет.